Всем привет! И сегодня будет такая тема не совсем для меня веселая. И это будет две таких темы, потому что вопросов зрители задавали достаточно часто, эти вопросы. Первая тема – это почему я не ношу платок. Постоянно такие комментарии с укором. Вы что, не понимаете, что вы приняли ислам? И второй вопрос – это как я рожала в Египте. Вот. Для меня две темы абсолютно неприятные, но если есть такие вопросы, их надо, соответственно, обсудить. Вот. Значит, почему я не ношу платок, хиджаб? Вот, это мой сознательный выбор, это мой выбор, к которому я шла в течение долгих лет. Были различные у меня сдерживающие факторы. Несколько раз я пыталась снять. Я очень долго, во-первых, не одевала платок, потом я одела платок. Вот. И были случаи, когда я хотела снять платок, мой муж был против, то есть различное было давление с его стороны, давление со стороны, соответственно, моей мамы, все остальное. Вот, но, слава богу, это произошло. Вот, я в конце концов сняла этот платок, чему, как говорится, очень рада. Я даже помню свой первый выход без платка. У меня было жуткое ощущение. Мне казалось, что все на меня смотрят. Я не знала, куда себя одевать, и очень долго привыкала к этому, потому что так одеть платок просто, а вот снять, ходить без платка очень сложно первое время. Вот. Первое, почему я не ношу платок, чтобы не затягивать, это то, что мы живем не в шариатском государстве, ни в Египте, ни в России, ни в любой другой стране нет шариата. Вот. Я сейчас знаю, многие женщины скажут, как же это так, ты должна, я все это прекрасно понимаю. Вот. Но мое мнение, что, во-первых, нету шариата. То есть мы живем в обычном конституционном государстве, где не нужен хиджаб. Мы живем в обычной стране, мы живем среди обычных людей. Но если вам хочется, носите, но никто не имеет никого права заставлять одевать этот платок или не одевать. Будь то муж, будь то мама, будь то папа, неважно кто. Никто не имеет права заставлять вас одевать платок. Никто. Потому что вы живете в государстве, где каждый человек имеет право. Нигде в Конституции, нигде в законодательстве не прописано, что вот женщина должна носить платок, а мужчина там должен носить то-то, то-то. И этого нету. И вы не обязаны этого делать. Вы свободный человек, и вы можете делать то, что вы можете делать по своим правам. Обычно по правам человека. Дальше. Я считаю, что будь то никаб, будь то хиджаб, потому что я носила и хиджаб, и никаб, я считаю, что это расхолаживает прежде всего вашего мужчину, мужа, который находится рядом с вами. Потому что, когда я одела хиджаб, это началась одна песня. То есть, когда я приняла ислам изначально, я начала принимать все вместе с исламом. Я начала принимать то, что нет жилья нормального. Я начала принимать то, что нету одежды, то, что нету денег. То есть я должна все принять. Вместе с принятием ислама я начала принимать все. То есть, видимо, будучи не освященной, не просвещенной достаточно, то есть я поняла, что я должна принимать все, и я вот так вот все принимала вот это. Вот. Значит, я считаю, что это в первую очередь расхолаживает мужчину, который находится рядом с вами, муж, вашего мужа именно. Вот. Потому что я, когда одела никаб, мне муж мой вообще сказал, вот вплоть до того, что я кондиционеры подключать не буду, потому что это очень дорого стоит. И поставил мои 2 кондиционера, которые я покупала за свои деньги, куда-то в бок. После мной устроенного скандала они были, конечно, включены. Куча различных вещей. Это, может быть, выглядит, как говорится, идиотизмом, но так оно на самом деле оно и есть. Я считаю, что никаб и хиджаб, они расхолаживают прежде всего вашего мужа.
где он считает, что он уже может делать все, что угодно, а вы уже просто становитесь покорной супругой. Нравится быть покорной супругой? Ради Бога. Хиджаб в первую очередь следующее, что обязывает женщину вести себя определенным образом. Вот. То есть она ходит в определенные места, у нее определенная должна быть, как сказать, система поведения или как бы культура общения, вот, в моем понимании. Вот. То есть, предположим, это касается женщин. То есть, если женщина мусульманка, она должна быть покрыта, у нее должен быть одет хиджаб, она должна была вся быть закрытая, ничего не открыто. Что у нас, это касаемо женщин в исламе. Мы посмотрим сейчас мы повернем свою голову в сторону мужчин. А что у нас происходит с мужчинами, с мусульманами? Потому что весь ислам сконцентрирован именно на женщинах, на укрощении женщины. То есть у меня такое ощущение, то есть в принципе ислам, он не настроен на укрощение женщины, но наш современный весь ислам, он нацелен именно на укрощение женщины. То есть женщина должна, первое, что женщина должна укрыться, женщина должна слушать мужа, женщина должна сидеть дома, женщина должна выходить замуж девственницей, женщина должна. А что у нас должен мужчина? Мужчина что должен? Мужчина должен отращивать бороду по сунне, если он хочет. Если он не хочет, он может ее сбрить. Мужчина должен закрываться. Но наши нынешние мусульмане, мужчины, они ходят в джинсах, они ходят в брюках обтягивающих, они ходят в коротких футболках, они ходят в шортах. Они делают то, что они хотят. Никто их не проверяет, девственники они или нет. Они себе, мужчины, из ислама оставили что? То есть нынешний ислам, он распространяется на женщин. То есть первое, женщина должна покрываться. Женщина должна выходить замуж девственницей. Женщина должна сидеть дома. Девушка должна сидеть дома. Она не должна никуда не ходить без разрешения отца или брата, или мужа, или кого угодно. Дальше. Спрашивать мужа, если она куда-то уходит. Женщина одна не может ездить, путешествовать никуда, женщина-мусульманка. Уезжать должна всегда спрашивать мужа. Что у нас обязан делать муж-мусульманин? Что обязан делать мужчина-мусульманин? Он не обязан жене отчитываться, куда он уходит. Одевается мужчина, как он хочет. Сегодня он хочет, он с бородой, завтра борода ему надоела, он ее сбрил. Сегодня он надел афтан в пятницу, а на следующий день он уже без афтана и без джинс. Мотивируя тем, что на работе будут плохо реагировать, и на работе не разрешают так ходить. И что еще для мужчины у нас осталось из ислама? Это то, что он может себе брать 4 жены. О каких 4 женах разговор? Когда шариата нету, кто будет соблюдать права остальных всех жен, кроме первой? Первая хорошо, хоть первая законодательством защищена. А кто будет соблюдать права остальных жен? Они вам скажут. Он же мусульманин, он будет сам регулировать справедливость. И Бог ему судья. Так что вот такая вот ситуация. То есть литература даже посвящена тому, что как именно должны себя вести женщины. Женщина в исламе, как растить женщина должна детей. То есть должна все женщина, а мужчина что должен? Мужчина что должен, какие у него должны быть, какие у мужчины должны быть. То есть, а чем занимаются мужчины в исламе? Они смотрят, какой длины должны быть у них брюки, не слишком ли короткие или не слишком длинные. Как руки ставить во время молитвы, как ноги ставить во время молитвы, это все. Ну и, наверное, еще, что он сегодня оденет. Вот. А для женщины, соответственно, всегда одна и та же одежда. Очень хорошо. То есть в моем понятии вот именно хиджаб начинается с того, что когда женщина покрывается, она начинает принимать все. Одежда,
Она должна одеваться, она должна покрываться, она должна принимать, что там муж недостаточно денег зарабатывает, она должна принимать поведение мужа. Потому что когда она начинает принимать все, она становится, первое, что она становится покорной, и она начинает принимать все. Отсутствие денег, то, что муж недостаточно зарабатывает, отсутствие одежды, отсутствие какого-то внимания. То есть она уже становится покорной. А муж, глядя на эту покорность жены, превращается в кого? Мужчина превращается в беременную женщину. И эта беременность этого мужа, мужчины, она не проходит вообще. То есть ваш муж или мужчина, который вас контролирует, ваш муж превращается в беременную женщину на всю жизнь. У него какие-то закидоны, у него какие-то настроения, ему что-то не нравится. А вы, как покорная жена, должны все это принимать. И вы должны быть покорной. Ведь жена войдет в рай только если она будет слушать мужа. И вот эти вот избалованные мужики-мусульмане, которые, понимаешь, там не то приготовила, не так посмотрела, не то сказала, а виновата кто? А виновата женщина. Мы все сейчас так погружены тем, мужчины так погружены, загружены тем, что они воспитывают своих женщин, и никто не обращает из нынешних, из современных мусульман вопрос закята. Какой процент мусульман платит закят? Хотя закят является одним из главнейших столпов ислама. Какой процент мусульман выплачивает сейчас закят? Закят идет следующим столпом после молитвы. И не является ли невыплачивание закята выводом человека из религии? А мы сейчас так погружены тем, что мы обсуждаем, что должна ты носить платок. Да не должна ты носить платок. Где вот этот вот, где ислам? Я сейчас, конечно, все скажут, вы должны сами себя, и вот вы должны, и вы, это ваш выбор, вы должны так поступать, потому что вы мусульманка. А кто вообще, а судьи кто? Скажешь сейчас, Аллах всех рассудит. Хорошо. Тогда не надо друг другу сувать какие-то, подсказывать какие-то вещи, которые в глобальном масштабе не имеют никакого смысла. Нет, кажется. Вот началось с того, что почему я не ношу платок, а как бы тема вся развернулась немножечко в другом ключе. Не хочу и не буду носить. Ну так вот, может быть, немножко эмоционально. Вот. Но вот такое вот мое мнение. Высказывайте ваше мнение в комментариях, соответственно, пишите, вот, что вы думаете на эту тему. Ну а у меня на сегодня все.